Ну что, доброе утро. Наступило воскресенье, последний день нашего путешествия. И я, похоже, простыла. У меня болит голова, у меня вот тут все заложено. Не знаю, как будет дальше. Сейчас закидаюсь таблетками. Ну и продолжим. В любом случае, сегодня уже возвращаемся домой. Ночь прошла нормально. Даже лучше, чем в той гостинице. И здесь как-то поприятнее было. Вот, сейчас попьем кофе, соберемся и поедем смотреть Севастополь. Кофе готово, и будем завтракать вчерашним, позавчерашней пиццей. Надо как-то ее доесть уже, и не знаю как. В общем, сейчас будем завтракать. Мы уже на низком старте. Сейчас последние вещи муж в машину уносит. Загружаем веника и едем в Севастополь. Севастополь для нас пока тоже непонятный город. Непонятно, куда ехать. Будем разбираться по месту. По карте мы посмотрели. Мы не поймем, где там главная набережная, где порт и все такое. Будем на месте ориентироваться. Так выглядит гостиница при свете дня. Мы жили вон там на 3-м этаже, где вывеска «Продам», с отдельным балконом. Это считается номер люкс. В общем, хорошая гостиница, нам понравилась. Девушка на 1-м этаже на ресепшене нам все рассказала, все показала. В общем, нам все очень понравилось. Мы, оказывается, были рядом с какой-то бухтой. Тут очень много тиров стоит. Вообще, сегодня вот воскресенье, движение явно посвободнее, чем вчера, потому что, вчера это была просто жесть какая-то. Сегодня машин мало. Я даже не думала, что в Севастополе такое дикое движение. Кое-как нашли парковочное место. Мы тут, я не знаю, сколько кругов вокруг дали, чтобы найти хоть одно свободное место. Все заставлено. И сейчас идем. Не знаю, в общем, на карте куда-то тыкнули, куда-то нас навигатор привел. Вроде как такое самое центровое место. И вроде здесь, вроде как набережная. Хотя все очень непонятно. Опять здесь много рыбаков. И я вижу, что вон там в конце тупик. Где здесь гулять? Я ничего понять не могу. Ну вот, конечно, тупик. С горем пополам разобрались. Надо было, оказывается, обойти эту бухту и пойти по другой стороне. Вот мы сейчас вышли на другую сторону. Здесь перед нами открываются какие-то фантастические здания. Ну и вот, я так понимаю, это, наверное, и есть набережная. Потому что, судя по карте, центровее места больше вроде как нет. Я, конечно, первый раз в городе и не знаю, но вроде как это самое такое туристическое место, судя по этим палаткам. Медузы плавают. И там, если приглядеться, можно увидеть рыбок. Вон они поплыли.
Вообще в Севастополе мы бы хотели посмотреть порт. Почему-то нам казалось, что он должен быть как Новороссийский, да, на главной набережной, откуда можно наблюдать за кораблями. Но пока здесь мы этого не видим. Может, он здесь скрыт от глаз. Вот. Ну, пока куда-то идем. И опять же, здесь нет какой-то такой вот прям пешей набережной, да, протяженностью там несколько километров. Здесь какие-то повороты, загогулины. Нет вот просто тропы, по которой идешь вдоль моря. Как в Анапе мы привыкли. Здесь маленько как-то все по-другому. И что мы еще поняли, здесь надо обязательно брать морскую прогулку, потому что, я так понимаю, вот все достопримечательности, они расположены вот на том берегу. Вот, тут очень много навязывают, кстати, этих морских прогулок. Вот куда-то мы и вышли. Вон там виднеются корабли. Боевые катера большие, корабли, береговая охрана, все там стоят. И все на мостик. Вон там надо. Видишь, погода частичка. Долго там вот возле этих кораблей находиться невозможно, потому что задалбливают всевозможными экскурсиями, морскими прогулками. Каждый подходит и предлагает. Вот. Но, судя по всему, это самое такое туристическое место, потому что очень много туристов, очень много кто собирается, вон там кучками собираются на морские прогулки. Экскурсии тут проводят. Ну и, я так понимаю, это главная площадь.
Мы идем гулять дальше. Здесь вот что-то такое интересное стоит. Сейчас по лестнице поднимемся, и вон там на верхушке. Еще хочу я вам сказать, что очень жарко, жарко на улице, я еще в свитере, и, видать, таблетки дают о себе знать. В общем, я спарилась уже и мечтаю просто вернуться в машину и переодеться. Хочу заострить внимание вот на этом здании, ребята, вот после Анапы, конечно, для меня такой культурный шок. Это туалет. Вот мы сейчас там были внутри. Там так все цивильно. И я даже не ожидала, что в центре города может быть такой цивильный туалет. Бесплатный. Мы вернулись обратно и попали на смену караула. То есть постоим маленько, поглядим, как они будут меняться. Мы решили возвращаться к машине, потому что время уже много. Нам надо ехать на Розовое озеро. Путь туда не близкий, поэтому... Ну и вообще, честно говоря, Севастополь остался для нас пока таким непонятным. Просто, наверное, мы привыкли к тому, что в таких городах приморских плюс-минус вот это вот первая линия, береговая линия, она примерно одинаковая. Тут вообще все по-другому.
же спрашивала. Поверните направо, а затем через Сказала. 100 метров А я держитесь откуда левее. знаю? Опять троллейбус. Здесь не выезжаем. Гулливер детским поездом. Ой, там мопедист. Выезжаем из Севастополя, мчим на Соленое озеро. Я даже не поняла, как мы вернулись обратно к машине, что-то шли, и вот она стоит. Я говорю, вот мне с моим топографическим кретинизмом в Севастополе заплутать на раз-два вообще. Мы на заправке. В общем, я оделась как на Северный полюс. На улице такая жара, я даже не ожидала, что здесь настолько теплее. Не знаю, конечно, какая погода сейчас в Анапе. А так всю дорогу. Вот. Но мне кажется, в Анапе гораздо холоднее, по крайней мере, было. Здесь жарко, здесь градусов. На солнце, я не знаю, градусов 25, наверное. И я в свитере. Я прям спарилась, пока гуляли по Севастополю. Сейчас хотим выехать на трассу. Надо остановиться, потому что я не знаю, что он там визжит. Либо пить хочет, либо опять в туалет. Потому что мы уже поняли, что если его ничего не волнует, он погуляет и сразу приходит и заваливается, и не скулит ничего. А тут вот что-то его беспокоит. Мне кажется, он пить хочет. И я переоденусь. Выйдем с трассы, я переодену футболку. И еще, конечно, я подрастроилась, что мы уже не попадаем на мыс Фиолент. Под вопросом у нас вид реки. И под вопросом у нас какой-то пляж. Какой пляж? Какой-то пляж. Короче, где был Казантип. Вот. И получается, вот такие основные локации. Именно вот я хотела попасть на вид реки. И они под большим вопросом, потому что время у нас уже 2 час дня. До озер, до Розового озера нам ехать еще 90 километров. Папка меня перебил, он купил на заправке кофе с какими-то булками, и пока шел, увидел, что здесь есть такая прям на территории заправки классная беседка. Реально классное место, можно вот так остановиться, просто сесть, посидеть, попить кофе спокойно. И за ней есть какое-то озеро, и там можно спокойно погулять с свинькой. Так, это что у нас? Какие-то слойки. В общем, сейчас попьем кофе и вон там погуляем. Веньку мы привязали, чтобы он не мешался и не убежал. Смотрите, какое классное место. А там напротив какая-то непонятная скала. Видно, что в ней есть какие-то отверстия. И в них как будто что-то стоит. Что-то это непонятное. Как будто окна в скале какие-то.
Мы подкрепились, веника напоили. Веня облегчился, и можно со спокойной душой ехать дальше. Что примечательно, здесь у нас кардинально поменялся пейзаж. Здесь идет прям равнина, уже никаких гор, поля, какие-то фруктовые сады, виноградники. Абсолютно другой ландшафт. Так, нам сейчас надо вот здесь повернуть, и туда пойдет дорога на Соленое озеро. Сейчас пойдешь побег. Что, здесь тормознем или дальше потянем? Помойка. Они там где-то ходят между этими. Что, настолько мелко? По нему что ли кажется? Припарковались мы прямо возле озера. Я ожидала, что здесь будет гораздо больше людей, но здесь просто пару человек ходит. В общем, тишина тут практически идеальная. Вот она, соль, я так понимаю. И знаете, здесь такая атмосфера, я даже не знаю, как передать ее словами. Еще такой ветерок дует. Видать, из вот этой вот соли, что ли. Как будто зимой в какой-то морозный день вышел на улицу и вот таким морозным ветром каким-то, хотя несмотря на то, что на улице тепло, а здесь вот прям какой-то такой мороз ощущается еще, и такое чувство, как будто это не соль, а как будто это лед. Какие-то вот у меня такие ассоциации. В реальности выглядит гораздо ярче, и вот сейчас мы туда пойдем подальше, там видно, что оно еще ярче. По хрусту можно подумать, как будто идешь по снегу. Вот так вот хрустит. Реально вот мне напоминает это зиму. Как будто вот из лета, сейчас вот из Севастополя из лета и попало резко в зиму. И венику, мы заметили, венику здесь некомфортно. Он поджимает лапки. Видать, соль ему разъедает их.
красота, конечно. Не знаю, как на видео будет. Мне кажется, вот я сейчас смотрю в экран, мне кажется, такой блеклый. Не знаю, потом посмотрю. Но в реале он, конечно, такой яркий. Конечно, нежно-розовый. Собака хотела попить и не стала. Потом долго плевался. Соленая. Наш трип, и сейчас мы находимся где-то в районе Евпатории и держим путь на пляж The-City. Это вроде как бывший Казантип. Двигаемся строго по навигатору, и он нам говорит, что осталось немного. Вот так выглядит Евпатория. Если честно, о Евпатории у меня были совершенно другие представления. И мне почему-то этот город представлялся каким-то, знаете, таким солнечным курортным городком. Как-то, не знаю, почему-то вот именно Евпатория у меня выделялась как-то так вот, как такой курорт. Вроде новострои стоят, и с другой стороны старые обшарпанные серые дома. И ничего общего с курортностью из своих представлений, из своего воображения я тут пока не вижу. Прямо 1 километр. С горем пополам нашли вход. Вообще об этом месте я слышала как о каком-то наикрутейшем просто месте летом, что здесь проводят невероятные тусовки, здесь весь основной движ, и что это самый крутой пляж Крыма. Ну, насколько это правда, мне достоверно неизвестно, сама не видела, сама не знаю, но вот такую информацию я слышала. Здесь что-то пока ничего не понятно. Какие-то строения, что-то все такое застроенное. Но я понимаю, что здесь очень много локаций для фото. И нам надо сейчас найти обязательно буквы вот эти The-City. Фотографий с ними я видела тоже уйму. Но пока я их не вижу.
Наконец-то мы дошли до этих букв. Ну и сейчас, естественно, не обойдется без фотосессии. Вообще здесь очень много всяких площадок под бары, танцы. Наверное, в каждой из этих локаций проводятся какие-то тусовки. Совершенно случайно увидели рояль в кустах. Я на фотографиях тоже видела это пианино, но не знала, что оно находится здесь. И довольно-таки красиво на фоне заката оно выглядит. Естественно, расстроенная. Я думал, можно поднять. Я когда-то ходила в музыкальную школу. Но теплых воспоминаний с этим у меня не связано. Ностальгии по инструменту у меня нет. Мы обошли уже всю территорию этого пляжа. Здесь, конечно, много вот таких вот непонятных строений. И мне пока не ясно, современное это искусство или это все еще осталось с прошлых времен. У меня такое чувство, что это еще с прошлого. Вот эти вот что-то связанное с космосом, я так понимаю, с инопланетным, потому что здесь какие-то такие вот непонятные архитектурные решения. Ну, это вот явно уже современные, но вот эти вот всякие, я даже не знаю, как их назвать, космические строения, какие-то переходы, и видно, что некоторые переходы с одного строения на другое, они были, но их теперь уже нет. Все-таки, наверное, это старое все. Что здесь было раньше, мне неведомо. Ну, а так как распиарен этот пляж, я, конечно, говорю, не знаю, что здесь происходит летом, но сейчас, по сути дела, здесь особо смотреть нечего. Приехать погулять, ну, тоже такое. Просто один раз увидеть вот это вот. Просто очень, я говорю, в интернете много фотографий с этими буквами The City, с вот этими строениями, но один раз увидеть можно, не более того. Вон там, смотрите, стулья. Может, конечно, летом это все приобретает более благородный вид, потому что сейчас это все какое-то ржавое, обшарпанное. Вот столько у нас сейчас время. До дома пишет 280 километров. И мы едем домой. Все, наше путешествие закончилось. И сейчас мы выезжаем на Тавриду. Мы уже не поедем по побережью, потому что мы к утру не вернемся тогда. Ну и хочется посмотреть эту скоростную трассу расхваленную. Правда ли по ней можно очень быстро доехать до Краснодарского края. Уже темно. И поедем в объезд Симферополя. Вот мы сейчас проезжаем аэропорт. Это, по-моему, какой-то отдельно стоящий город. Очень красивый.
очень-очень красивый аэропорт. Развернитесь. Прямо 4 километра. Вообще. Охеренно. Фонари не работают. Справка за 200 километров начиная от аэропорта Симферополя до Керчи полностью по этой трассе нет ни одной. Даже, кстати, жевать, там только запустится видно. Нет ни одной заправки. Если поедете по Тавриде, это учитывайте. Смотри, как красиво. Так, ну что, мы уже почти подъехали к дому. Сейчас забираем ребенка. Время у нас без 15:10. Домчались мы быстрее, чем думали, благодаря такой хорошей дороге. Вот. Ну вот и все, собственно говоря, наше трехдневное крымское приключение закончилось. Эмоций осталось много, воспоминаний тоже. Ну что, наверное, какими-то общими впечатлениями я поделюсь позже, потому что пока это все так сумбурно, вот, эмоции какие-то, чувства захлестывают, и с плохой стороны, и с хорошей. Ну, с хорошей, конечно, больше, но есть моменты, которые... Веня, не открывай окно. Веня пытается в окно выйти. Есть моменты, которые, конечно, не очень сильно порадовали. Ну, а так, в общем, на этом все. Всем пока и спасибо, что посмотрели.